Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня настало время обзора моего комбинезона. Этот комбинезон вы видели ранее, я уже о нем подробно рассказывала, видеообзор делала, рассказывала, из чего он, зачем, почему, то есть все подробно я рассказывала об этом комбинезоне. И этот комбинезон предполагался как макетный, но в результате он стал совершенно носибельным, то есть я его довела до ума. Единственное, что хочу, я поменять горловину. Мне не нравится, как лежит вот здесь вот это место. Это обтачка, то есть горловина на обтачке, но все-таки мне не нравится. Вот именно вот эти уголочки мне не нравятся и по спинке, и по переду. Что касается этого комбинезона, сейчас мы, конечно, его рассмотрим более подробно. Я расскажу все о нем, и плюсы, и минусы, и что я где поменяла. В общем, изначально, как я уже сказала, было задумано, вот этот был макет из тонкой ткани, и было задумано, что основной мой комбинезон будет из такой же тонкой, мягкой, легкой ткани. Оказалось, что не оказалось в моих запасах подходящей ткани. Вернее, ткань подходящая у меня есть. У меня и шифоны, и шелк есть, и атлас, и софт, и креп. В общем, много всяких таких тонких тканей, но, к сожалению, не подходят они все по метражу. То есть у меня в запасах от 1,5 до 2,5 метров. При ширине 150 все ткани у меня 150 сантиметров, кроме вот этой. Этой было без кромки, если убрать кромку, 132 сантиметра по ширине и этой, и этой. И белой у меня было ровно метр, при этом неровные были срезы, поэтому пришлось еще подравнивать. Ну, грубо говоря, где-то там до 7 сантиметров я отрезала. Вот представьте себе, да, и этой ткани тоже с учетом того, что неровные срезы, 2,10 было. Ну, естественно, там, грубо говоря, около 10 сантиметров я срезала. То есть, получается, у меня было меньше 3 метров, но, видите, у меня получились короткие рукава. Короткие, они получились где-то чуть ниже локтя. Ну, я их задираю чуть выше, и получается хорошо. Очень хорошие получились длина брючек, то есть, ну и ширина, все здесь прям вот идеально. Конечно, перед тем, как шить такой комбинезон, вернее, из плотной ткани комбинезон, такой же, как я шила из тонкой, мне пришлось сшить макет и посмотреть, как вообще я буду выглядеть. Мне казалось, что я буду выглядеть прям вот таким квадратычем, колобком, да, но, однако же, мне очень понравилось и первый вариант, и второй вариант. Кстати, что касается манекена, мне кажется, на манекене он сидит немного грубее, этот манекен поменьше, здесь он, комбинезон сидит более так приятненько, миленько. Дело в том, что от этого манекена у меня грудь, а от этого манекена бедра. Вот представьте себе, да, ну здесь 2 сантиметра минус бедра, у меня 98, здесь 96. Здесь бедра 106, поэтому как бы, ну, далеко, да, от моих. 8 сантиметров разница. Итак, давайте перейдем все-таки к обзору моего комбинезона. Я рассказала о том, что я, прежде чем его кроить, я делала макеты. Макет этот, макет второй, который в клеточку. И я показала полностью сборку. Может быть, не все объясняла, некоторые видео я показала под хорошую фоновую музыку, но некоторые моменты, которые я считала необходимым объяснить, объясняла. И все это, вся эта сборка в телеграм-канале «Швейная продленка». Ссылочку оставлю в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь и наслаждайтесь и процессом, и музыкой. Итак, что касается построения, я практически ничего не меняла в выкройке, кроме горловины. Сначала я немножко прибавила вот сюда, ближе к шее, да, горловину. V-образный вырез у меня по полочке, V-образный вырез я сделала по спинке, хотя изначально я сделала полукругом. Ну, мне не очень понравилось, сделала более такой V-образный. Но потом в процессе, когда у меня был готов полностью весь комбинезон, я его надела сегодня, я его надела завтра, что-то мне вот прям вот как-то не очень понравилось. Слишком, мне кажется, плотная вот здесь ткань, достаточно плотная, чтобы вы знали, да. Это прям вот, ну, катон, такой плотный катон, причем еще и с эластаном. Такой действительно прям форма держащий. Вот даже вот можно увидеть, да, вот, ну, посмотрите. И когда вот здесь у меня получился
Я хотела кант, я хотела, чтобы у меня вот этот краешек выделялся черным, то есть на белом фоне черный, да, и дополнительно еще сделала обтачку. Ну, представьте себе, сколько там слоев. Потом я обтачку убрала, оставила кант. Опять ходила, смотрела, не понравилось, убрала кант полностью. Причем я просто вот так его отрезала. Я не отпарывала ничего, просто отрезала. Вот так полностью по горловине. Получается, я этот сантиметр убрала. Естественно, и здесь убрала, и вот так полностью по всей горловине я сняла, ну, грубо говоря, минус сантиметр. И пришила такую что-то типа бейка-обтачка. То есть, ну, хочу об этом подробно снять видео. Я покажу вот эту горловину, я тоже буду менять. Мне не нравится, как лежит она вот здесь. Хотя это обычная обтачка, но вот почему-то мне не нравится. И я буду менять на эту. И обязательно сниму видео, покажу, как я буду. Кстати, вот этой ткани, по-моему, у меня еще есть кусочки, чтобы было на обработку. В общем, с горловиной все понятно, да. Что касается кармашков, кармашки я тоже хочу немножко уделить этой теме, как говорится, внимание. Дело в том, что кармашки, может быть, кто-то скажет, что слишком высоко задрала. Дело в том, что у меня фигура, обхват груди больше, чем обхват бедер. То есть и без кармашек он больше, да? А с кармашками, если кармашки пришивать там, где они пришиваются обычно, то есть на груди, они у меня увеличивают объем груди, увеличат. Я примеряла, прежде чем сшивать, я примеряла и так, и сяк. Я их тут и шире ставила, и ближе, и ниже, и выше, то есть вот всякое разное. И вот мне понравилось именно вот это положение, когда карманы над грудью. Не на груди, не под грудью, а над грудью. Мне такое положение понравилось, поэтому вот я их и пришила сюда. Кстати, они у меня не ровно вот так пришиты, а немножечко вот так вот скошены. Кнопочки. Отдельно я хочу внимание уделить кнопочкам. Не просто кнопочки. Кнопочки такие очень изящные. Они вот так вот плоские, то есть не полукруглые, как вот, например, вот здесь, да, не полукруглые, как они обычно гладенькие такие бывают, а здесь они прям такие, знаете, как стразиками усыпаны, хотя стразиков здесь нет, это просто такой вот эффект, скажем так. И они такие приятненько так переливаются. Очень красивые кнопочки. Я не помню, где я их уже брала, но, по-моему, в магазине ткани по низким ценам, и там кнопки были такие интересные. Они были, знаете, такие прямоугольной формы, такие тоже полукруглые. Ну, там разные прям. И я еще задавала вопрос, а как же на матрицу, какая матрица там нужна? Мне объяснили, что обычная круглая матрица, она туда вставляется, ну, то есть по размерам. Там написано, какие размеры. И вполне замечательно они там устанавливаются. Только матрицу нужно выбирать внимательнее. Потому что, допустим, я взяла две матрицы разного размера. Одна матрица ставит хорошо кнопки, а вторая матрица делает, то есть портит кнопки. Ну, это зависит от матрицы. Я сначала думала, что это кнопки, заказала другие, первые, вторые, третьи, то есть одного размера. И эта матрица, все кнопки портила. Я, наверное, в этом смысле ничего вам не посоветую. То есть я не буду советовать, где какие кнопки брать. То есть я имею в виду матрицу. Поэтому тут просто будьте внимательны. Не из-за кнопок это проблема, а именно из-за матрицы. Я думаю, что все-таки дешевую брать не стоит, а лучше выберите подороже. И обязательно смотрите отзывы, когда вы будете покупать. Но сейчас не об этом. Давайте продолжим с моим комбинезоном. Кстати, что касается завязочек, я специально сейчас поверну, покажу. Завязочки. Вот они такие легенькие, такие мягкие, да, такие завязочки на этой ткани. И какие они формодержащие, грубые здесь. Посмотрите. Даже завязочки, насколько ткань разная, даже завязочки смотрятся по-разному. Кстати, я завязывала их и спереди. Интересная получается идея. Завязать завязочки спереди на шее, допустим, вот сюда сбоку или вот здесь посередине. Что касается завязочек, тоже можно экспериментировать. Очень даже интересная, получается интересный вариант. Вот так я сейчас их оставлю, чтобы вы видели, да. В общем, такая получается ткань, плотная очень. И
из этой ткани было гораздо легче шить, чем из этой, именно потому что она плотная. Мало того, что она плотная, она еще и с эластаном, стрейчевая. Поэтому тут, во-первых, нужно кроить было правильно только по ширине, да, поэтому немножечко я помучилась. Но, однако же, результат прям вот мне понравился. Что касается карманов еще, я их обработала вот так по кругу кантом. Очень интересно, очень классный вариант, и не нужно здесь ничего укреплять, все отутюжено, все хорошо упаковано, скажем так. И также карман по низу, тоже здесь кнопочка, кнопочки все функциональные, то есть они все застегиваются. Кстати, когда я... Вот эта часть на карманах у нас продублирована, да, уплотнена, а эта-то тонкая, поэтому прежде чем кнопочку с той стороны устанавливать, я проклеила вот сюда кусочек. На клеевую паутинку я проклеила кусочек ткани основной, чтобы хорошо держалась кнопочка. Это именно потому, что ткань моя тянется с эластаном, и прежде чем здесь устанавливать кнопки, я пробовала на кусочках, да, на своих этих. И когда я пыталась открыть, этот эластан как раз мешал, поэтому мне пришлось проклеить изнутри, подклеить вот эту вот основную ткань. То есть получается так тянется, а вот я проклеила вот так, то есть чтобы она фиксировалась. Вот. Ну и что еще? Брючки, шов сиденья и шаговый шов я не меняла, как вот сшила, так и сшила. Подгибка у меня 4 сантиметра, достаточно такая широкая подгибка, очень классно смотрится по низу. Так, ниточки всякие, очень классно смотрится по низу, как бы вот так вот расширяет, ну тем более еще формодержащая ткань, еще и такая широкая подгибка. Что касается рукава, я меняла рукав. Кстати, давайте начнем с того, что резинка, нитка-резинка. Нитку-резинку я сначала... Нитка-резинка бывает разная, да? Зависит от того, во-первых, какая нитка-резинка бывает, тоньше бывает, плотнее, толще. И зависит от того, насколько натяжение в шпульке. Или от того, насколько вы натягивали резинку, когда нам делали намотку. Я намотку делаю обычным способом на машинке, на швейной машинке. И обычно... У меня раньше была другая резинка. Обычно я без натяжения делаю намотку на шпульку, совершенно без натяжения, но регулирую натяжение на колпачке. И у меня как бы нормально все было, нормальная резинка. Сначала я сделала то же самое с этой моделью, да, то есть точно так же намотала резинку, но у меня была другая резинка. Я не знаю, первый раз я ее использовала, эту резинку, то есть вот этой фирмы. Не помню уже, какая фирма, не спрашивайте, потому что там уже все наклеечки сняты, просто у меня были разные намотки. Одна, знаете, как вот шпулька такая, катушка, да, а вторая просто на трубочке. Вот, просто я смотрю, что они разные, да и так, в принципе, они отличаются. И мне не понравилось, как сидит на мне нитка-резинка, то есть она была прям вот такая слабенькая. Я полностью ее распарывала, полностью отпарывала эту нитку-резинку и уже намотку делала такой с легкой натяжкой, и уже после этого у меня хорошо села на талии нитка-резинка. Сколько у меня здесь слоев, то есть строчек, сейчас я посмотрю. Так, 6 строчек. 6 строчек, между строчками примерно 0,7 расстояние, да, и на этот раз она прям хорошенечко так, не сильно туго, не сильно слабая, прям идеально получилось. Поэтому смотрите, нитку-резинку, во-первых, нужно на чем-то пробовать, то есть прострочили несколько строчек, посмотрели, как она растягивается, как она вообще себя ведет. И еще хочу сказать такой момент. Я уже где-то говорила, прежде чем смотреть, насколько нитка-резинка тянется, ее нужно припарить, приутюжить. Во-первых, вот эти вот сборочки получаются более миленькими, более такие гладенькие, то есть прилегающие, да, вот к фигуре. И они получаются, во-первых, более красивые, ровные и больше стягиваются. Не знаю, в чем причина, не разбиралась в этом, но они лучше стягиваются после того, как их прогладишь или припаришь. То есть вот так растягиваешь, утюжком прошелся, обратно, и оно, вот эта вот сборочка собирается очень красиво и выглядит красиво. И, в общем, одни плюсы.
Вот, ну и давайте уже перейдем к рукаву. Я сейчас опять... кстати, что касается, опять отвлеклась от рукава, что касается пояса, я отрезала отрезок, ну, то есть готовила отрезок ткани на пояс, но передумала делать его. Почему? Потому что ткань действительно очень грубая, форма держащая. Ну, не настолько уж прямо она грубая, но для такого пояса грубовато. Если бы ткань была, то есть если бы вот для этого макета сшить, то есть для этого комбинезона сшить такой пояс, будет вроде как нормально. Но для этого, ну, мне показалось прям грубо. Вот здесь вот прям вот много, да. Мало того, что нитка резинка, еще и широкий пояс, я сделала его, по-моему, 5 сантиметров, 4,5-5 сантиметров, не делала, я просто отрезала, сложила пополам, завязала, и мне показалось, что он прям вот грубый, он даже не висит, а практически торчит, поэтому я отказалась от этой затеи. У меня есть вот такие тоненькие ремешочки, беленький тоже сюда хорошо подходит, черненький, может быть, еще какие-то куплю, потому что черненький у меня уже такой поизносился, да, я имею в виду, не какие-то там какой-то расцветки, а вот что-то похожее, черненький куплю, тоненький. То есть широкий пояс сюда не очень смотрится. Я, кстати, сейчас покажу. Может быть, на тонкую талию, вот широкий пояс, может быть, на тонкую талию хорошо будет, но я все-таки отказалась от этого пояса, поэтому у меня остался еще длинный кусочек ткани. Для чего? Не знаю. Смотрите, что касается рукавчиков. Наконец-то мы до него дошли, да, до рукавчика. Изначально для рукава я задумала манжеты по низу. Манжеты у меня получились достаточно широкие. Я сделала кант, тоже как бы запланировала по низу кант сделать. Я даже сняла видео отдельное, как я готовлю манжеты, то есть как я их заготавливаю, как я их пришиваю. Все показано подробно. Тоже в телеграм-канале «Швейная продленка». Но потом я решила, у меня вот здесь была складка, встречная складка, две даже встречные складки вот здесь по центру, но потом опять же ходила вокруг да около, как с горловиной, хожу, надену, сниму, посмотрю, и в общем, ну не нравится мне. Не знаю почему, но что-то вот мне не понравилось. В общем, я убрала сначала полностью манжет, сделала обтачку, но обтачку с кантом, сделала так же, как и здесь. Складку вот эту вот, две складки встречные оставила, в общем, ходила, опять же сделала более свободной здесь, что-то мне опять не нравится, в общем, я в итоге отрезала, ну, в итоге у меня получилось, я не распарывала, я просто отрезала понемножку, в итоге где-то получилось сантиметра 3, я сняла с рукава, с длины рукава, его можно вообще сделать было коротким, можно вообще сделать было без рукава, да, вот как здесь, но я решила, что у меня будет рукавчик, то есть не хочу, чтобы были прямо они одинаковые, и сюда я пришила вот такую небольшую, так, сейчас сантиметровую ленту возьму, небольшую полосочку ткани, не заморачивалась, просто сложила в два сложения. Так, она у меня по факту в два сложения 2,5 сантиметра, вот здесь в готовом виде примерно 1,8. И в эту уже полосочку, она у меня в два сложения, я уже повторяюсь, вставила резиночку. Резиночку, опять же, нитка-резинка, но она у меня достаточно плотная. Это не та резинка, которую я пришиваю на талию, она более плотненькая. Вот в таком огромном мотке у меня уже, кстати, половина мотка нет. Я его заказывала очень давно. Заказала два, потому что думала, что вот такие маленькие. Они пришли, ну, не знаю, как я там смотрела, как я там разглядывала, изучала этот товар. Но пришли вот эти два огромные мотка, и один я подарила подруге, которая тоже шьет. Вот. И у меня он уже несколько лет, этот моток, поэтому, ну, я вот на такие случаи его использую. На рукавчики по низу, на горловину, потому что она мягкая. При этом я еще делаю в два сложения, чтобы она была более плотненькая, да, делаю в два сложения. Она, во-первых, мягкая, она очень эластичная и не доставляет такой, знаете, грубости, такой вот дискомфорт какой-то, как бельевая, например, резинка. Даже если бельевая резинка 0,5 шириной, она все равно, ну, все равно она не так
сидит, не так смотрится, не так ощущается. Поэтому для рукавчиков обычно, если для, допустим, реглан вот с такой широкой этой горловиной или вот так по плечу, я делаю именно эту нитку-резинку. Вообще очень классно смотрится. Ну и в принципе все, весь обзор. Я больше здесь ничего такого не переделывала. Посмотрите, как это смотрится сзади, сбоку. Все рассказала по-честному, что изменила, что поменяла, что не трогала. То есть, ну, все прям подробно, да. Надеюсь, сейчас завязочку обратно на спинку завяжу. Надеюсь, что вам было понятно. Надеюсь, что вам было интересно смотреть. И очень надеюсь, что вы для себя сошьете такой комбинезон. Кстати, что хочу еще сказать. Смотрите, вот глядя на эту модель, здесь у нее обхват талии, как у меня. Я надела бюстгальтер, то есть обхват груди, как у меня, но обхват бедер больше. И вы можете на этой модели посмотреть, как будет смотреться, допустим, может быть, на вашей фигуре, когда обхват груди меньше, чем обхват бедер, то есть стандартная фигура. Можно здесь сделать меньше сборочек. Можно вообще здесь не делать сборочки, а просто, допустим, от линии талии сделать обычные брюки, да, тогда вы не будете здесь расширяться, несмотря на то, что брючки тоже будут широкие. То есть, что касается ширины брюк, вы тоже можете сами для себя решить, какая ширина ваших брюк будет. Ну, вы представьте себе, какая у меня тут ширина. Опять ниточки. Нужно будет потом все хорошо просмотреть и уже все ниточки убрать. Черные нитки на черном фоне очень плохо видно. В общем, я осталась довольна своими комбинезонами. Мне нравится и один, и второй. И посмотрите сейчас на них внимательно. Разве можно сказать, что они одинаковые? Мне как-то задали вопрос, зачем вы заморачиваетесь, шьете, показываете вот эти подробности, зачем вам два одинаковых комбинезона? Вы посмотрите сейчас внимательно, даже невнимательно можете посмотреть, разве они одинаковые? Здесь тонкая ткань, здесь плотная ткань, здесь нет рукава, здесь есть рукав, здесь вышивка, здесь нет вышивки, здесь принт, здесь нет карманов, здесь есть карманы, здесь просто одной полосочкой резинка, здесь нитка резинка, здесь однотонная ткань, несмотря на то, что вышивка, здесь разные, то есть верх один, низ другой и карманы, тут как бы вот это вот сочетание. Ну, то есть они совершенно разные. Здесь, вот, кстати, насчет сборки, я не помню, где больше сборки, может быть, вот так посмотреть? Честно говоря, я даже не скажу, по-моему, здесь больше сборки даже. В общем, они совершенно разные. Никто не может сказать, что они одинаковые. Тем более, сегодня я надену этот, завтра я надену этот, и никто не скажет, что они одинаковые. Ты вчера в таком же была, такого никто не скажет. И еще, смотрите, еще когда я надела первый раз этот комбинезон, мне показалось, что это как бы комплект, да, то есть сверху рубашка, снизу брючки, или там оно похоже на брюки, юбку, или юбка-брюки, как хотите. В общем, интересная модель, правда, согласитесь? Я не знаю, как вы... В общем, пишите свое мнение, свои комментарии, что вы думаете об этом, и об этом комбинезоне, что вы думаете вообще, надели бы вы такой комбинезон, пишите, потому что кто-то писал, что не будет смотреться такой комбинезон из этой ткани. Во-первых, плотная, во-вторых, верх белый, низ черный, то есть вот мне говорили, что не будет смотреться. Пожалуйста, пишите свое мнение. Я... Еще раз говорю, просто в полном восторге. И мне уже не терпится, что скоро, скорее бы лето, и уже надеть его и пойти гулять с доберманом. Представляете, какой это кайф. Я просто вот не дождусь, наверное. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь. Я повторяю, жду ваше мнение, жду ваши комментарии. И, кстати, жду новых идей. Всем пока, до новых встреч.